Итак, кисть — это очень важный инструмент. Каждая кисть, она в клеевой основе. И нужно обязательно выбить клей из кисточки, да, чтобы не было вот этого белесого клея. Посмотрите в ворс, что его там внутри нет. Дальше можно взять любой топ. Ну, я обычно беру T-класс. И в этом топе кисточку немножечко смочить. Вот всегда любая новая кисть так работает. Всегда выбивать нужно от клея и чуть-чуть в топе ее смочить, чтобы склеить волоски. Если вы работаете краской, да, рисуете, да или гель-лаком, без разницы, очень важно, чтобы после работы, особенно белой краской, она потому что очень пигментированная, и если она на ворсе высохнет, то она просто, кисточка у вас умрет. Очень важно, чтобы краска не попадала в черенок. Вот у нас черенок основания, поэтому, чтобы мы работали и кисть жила долго, мы с вами должны краску наносить не больше, чем наполовину. Иначе там никаких тонких линий не получится, и кисточку потом нельзя реанимировать. Кисточку тонкую обязательно нужно носить в колпачке. Обязательно вот после работы одеваете и вот убираете в непрозрачный там какой-то пенал, чтобы он был непрозрачный, потому что даже от лампы кисточки могут сохнуть. И еще такой момент: если вы поработали краской, после нее лучше промыть кисточку в топе и обязательно вытираете и убираете в пенал, непрозрачный пенал. Итак, краска у нас импаста без липкого слоя, очень густая, смотрите, какая густая. И перед тем, как ей работать, нужно ее обязательно разогреть. Что значит разогреть? Нужно ее перемешать, потому что все равно пигмент, он опадает вниз, и нам важно сделать краску такую подвижную, да, чтобы она не была застывшая. Если краска слишком для вас густая, то можно чуть-чуть добавить в нее топ T-класс. Смотрите по консистенции сами. Мы берем черенком, ворсом никогда нельзя набирать краску. Это запрещено. И, например, положили на палитру, на стеклышко, прокрутили. Вот у нас лежит здесь красочка. Будем ей работать. Всегда используйте палитру, чтобы можно было краску удалить, либо опять ее положить. Кто-то использует фольгу, но это не совсем удобно, поэтому работайте как вам хочется. Вот такие подсвечники продаются в Икее, в Леруа. Смотрите, можно набирать краску вот такими движениями, как бы вытягивая небольшое количество и заполняя кисть. Вот. Для тонкой линии, чтобы не было никаких шариков на кончике. Видите, у меня выпачкана здесь всего лишь 1/3. Дальше, если, например, мне надо нарисовать из толстого в тонкое, то я буду набирать уже шарик на кисточку. Вот он у меня, видите, какой получается шарик. Если тоненько, то вытягиваю, набираю вот так, прокручиваю, и вот у меня есть краска, которой можно работать. Сначала сделаем тренировочный вариант. Нам нужно вообще почувствовать, как работает кисть. Конечно, у вас сейчас экран будет очень сильно увеличивать. На самом деле я рисую максимально тонко. И чтобы рисовать тонко, нам нужно кисточку поставить практически перпендикулярно. Не под углом 45 градусов, а практически к поверхности перпендикулярно. И представить, как будто у нас здесь в руках с вами иголка. Что это значит? Смотрите, вот. Медленно, 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 медленно ведем линию. Краска у нас стягивается. На кисточку мы не нажимаем. Нам нужно с вами очень медленно от начала до конца типса провести линию. Вот. Видите? Вот такая тоненькая линия выходит. Дальше еще раз набираю краску. Всегда палитру держите под рукой. Так будет очень удобно работать. Еще одна линия.
Смотрите, опять поставили. И ведем медленно, медленно, не нажимая тонко. Обязательно должен быть упор. Мизинец должен упираться у вас в большой и указательный палец левой руки. Смотрите, медленно, 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 как будто в руках иголка. Вот у меня 2 тонкие линии. Что будет, если я на кисточку нажму? Как обычно, вот какая всегда самая такая большая проблема. Мастера сначала поставили, прижали, потом вот так вот это все быстро провели, и вот оно как бы, что у нас выходит. Вот кисточку прижимать нельзя, потому что если вы прижимаете, у вас получается такая история. Смотрите, вот, например, тоненько начали, потом нечаянно кисточка сорвалась, прижали, ведете, 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 потом опять встали, ведем, 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 опять сели. И вот когда вы кисточку прижимаете, вы должны понимать, что у вас будет вот такое вот расширение. Ведете, ведете, и опять, если кисточку посадить, прижать, видите, какая линия получается? Она будет неровная. Здесь, конечно, нужна тренировка. Импаст совсем чуть-чуть нужно, поэтому не экономьте. Здесь нужно обязательно прям вот очень тоненько, аккуратно набрали. Видите, шариков никаких у меня нет. Поставила и очень тонко, не нажимая, буквально по воздуху, как будто у меня в руке иголочка, я аккуратно, аккуратно просто вот вытягиваю эту линию. Все, вот, тоненькая. Нельзя вести быстро, потому что когда вы ведете быстро, вот такая еще одна, смотрите, справа правильно, слева неправильно. Вы ведете, когда быстро, смотрите, вы когда ведете, у вас не хватает краски, и в конце вот что получается. Видно, да, что здесь все нормально, наверху есть, а здесь краска не успела скатиться, не успела спуститься. Поэтому первое правило: рисуем медленно. Второе правило: рисуем как будто иголкой, не нажимая. Это очень важно. Кисточку я беру влажные салфетки, они есть в Эми, можно взять какие-нибудь салфетки детские. Вот так вытирать нельзя, вот так ломать ворс. Обязательно взяли, поставили и вот так аккуратненько вытянули. Все лишнее убрали, потому что мы с вами работаем с синтетикой, она очень капризная. Синтетику нельзя обезжиривать лишний раз. Постоянно она станет жесткая. И если вам хочется промыть кисточку, можно ее промыть в очищающем спрее. Вот такой есть спрей в Эми. Вот лучше тогда уж промывать в нем. Дальше задание: сделать типс, который вы расчертите полностью тонко, и один типс, который вы попробуете рисовать, нажимая и вставая. Что это значит? Смотрите, да? Вот я иду, сейчас наберу еще красочки чуть побольше. Смотрите, чтобы вы потренировались. Мы, значит, с вами тоненько идем, сели, дальше встали, выводим, опять сели, прижали кисточку, встали, сели, прям прижимаю я здесь ее и встаю. Вот нужно для себя потренироваться, чтобы у вас линия была единая. Вот она как начинается одной толщины, так и старайтесь ее закончить тоже одной толщины. Итак, покажу вам вид сбоку. Надеюсь, у меня получится, чтобы вы видели, как кисточка здесь работает. Смотрите, поставили. И вот не прижимая сильно, прям по воздуху, еле-еле, медленно-медленно мы тянем линию. Вот очень сложно переучиваться мастерам, кто уже умеет рисовать, потому что они привыкли работать быстро.
Видно было, да, как я кисточку держала, что она у меня была под небольшим углом и не прижимая. То есть вот так, если вы прижмете, вот сбоку, у вас будет толсто. Вот так, если вы ведете еле-еле, у вас будет все тоненько. Теперь давайте попробуем порисуем. Сначала обязательно посмотрите урок. Если зрение не совсем хорошее, весь черный можно заменить белым. Итак, я делаю покрытие 10 камуфлирующей базой. Либо можете сделать укрепление гелем. Если ногти короткие, мы берем мягкие системы камуфлирующей базы. Обязательно посушили, обезжирили, забафили. Френч нельзя рисовать по гель-лаку, по цвету. Особенно неправильно это делать, когда вы 2 слоя цвета нанесете и еще потом шишка из белого. Это вообще ужас. Для френча есть камуфлирующие материалы, базы, гели. И работайте правильно, чтобы у вас ногти смотрелись эстетично. Итак, прямо с тюбика, смотрите, я нарисовала такой вот уголочек. Теперь я беру черный гель-лак, тонкую кисть линейную, и очень тонко провожу гель-лаком. Если гель-лак плотный, вот как у нас в Эми черный, очень плотный, можно прям гель-лаком вывести. Можете взять импасту, это не принципиально. Подвели, аккуратненько линию разложили и сушим в лампе. Дальше можно нарисовать здесь такой, знаете, как прямоугольник. Но это больше графика, больше для тех, кто любит геометрию. Такой вариант вообще можно в любой стилистике сделать. Поэтому все на ваше усмотрение. Может, вас какие-то идеи посетят, и вы совсем в другом варианте захотите сделать такой дизайн. Не проблема. Главное, чтобы это смотрелось красиво. Поэтому я рекомендую ничего не придумывать и стараться делать шаг в шаг, как у меня. Итак, конечно, возьмем шармикончики, приклеим. Здесь у меня, смотрите, я приклеиваю, липкого слоя нет, как раз вот в эту серединку. Такое словечко «поцелуи». Тоже белые, черные надписи, они тоже очень стильно смотрятся. Приклеиваем обязательно, чтобы внизу ничего не торчало. Можно бафиком подпилить или пилочкой, или обезжирить. Дальше можно приклеить стрелочки, можно какие-нибудь кружочки. Вообще любые декорации, которые у вас есть, чтобы они смотрелись стильно. Ну, это мои варианты. Я, конечно, очень люблю вот такую вот графику, но сразу вам скажу, что для такого дизайна ногти должны быть не короткие. Обязательно все наклейки мы сначала проходим тоненько слайдер топом, и только после того, как просушили его 30 секунд, наносим либо матовый топ, либо глянцевый. Здесь я беру вельвет. Сушу я вельвет 1 минуту. Немножко не досушиваю, потому что буду импастой сверху по нему рисовать. Следующий вариант. Смотрите, я примерила. У мастера должен работать глазомер. Нельзя снимать вот эти шармиконы и потом их возвращать на фольгу, получается, на эту прозрачную основу. Почему? Потому что там пыль, и уже больше они работать не будут. Поэтому максимально точно отрезаете, снимаете, и больше уже ничего на эту основу не возвращаете. После того, как приклеили, обезжирьте, чтобы шармикон у вас блестел. Итак, наносим цвет вот здесь. Если зрение у вас не совсем хорошее, или вы начинашка из всех начинашек, тогда берите белый гель-лак, потому что черным по черному рисовать слепо, но очень стильно. Поэтому я даю такой вариант, но предупреждаю сразу, что можно взять и сделать все это в белом цвете. Такой, знаете, немножко попроще, нежели френч такой вот вырисовывать. Поэтому пусть тоже будет. Итак, просушили гель-лак 1 минуту. Приклеиваем тоже наклеечки. Здесь у меня Revolution. Можно на другую сторону. Смотрите, я взяла воздух, приклеила. Можно еще добавить стрелочку, чтобы по стилистике тоже они подходили друг с другом. Очень важно, чтобы у вас были продающие рамки. Очень важно, чтобы вы собирали дизайны.
очень важно, чтобы эти дизайны были стильные и хоть чуть-чуть современные, потому что клиенты тоже хотят какой-то красоты, и мастер будет интересен только тогда, когда развивается. Итак, посмотрите, слайдер топом я закрыла шармикончики. Дальше мы с вами можем нанести топ. На черный гель-лак я наношу матовый вельвет очень аккуратно. Смотрите, прохожу и сушу в лампе 1 минуту. Дальше на другую сторону и на шармикон серебряный я наношу топ Teclas, он глянцевый. И такой вот будет у нас вариант красивый. Вообще будет смотреться как фактура, как набивная такая красивая сетка. Итак, здесь сверху у нас будет топ глянцевый. Я беру Teclas, аккуратненько прохожу. Смотрите, видите, как пополам даже тоже спокойно можно перекрыть. Если волос попался, просто кисточкой или можно как раз там иголочкой. Вот кисть игла очень хорошо убирает вот эти все волоски. Просушили Teclas. Теперь я на свободный край, на черный, наношу матовый топ Velvet. Беру черную импасту Black Tar. Смотрите, какая она густая. Нам нужно обязательно ее размешать, немножко ее разогреть вот этим размешиванием. Дальше берем из банки небольшое количество импасты, положили на стеклышко. Все, и сейчас берем кисть и начинаем рисовать. Чтобы не делать никаких водорослей, я вот придумала такие варианты стильные, сама люблю такие ногти. И здесь вот фишка как раз на матовом. Если мы будем рисовать по матовому топу цвет в цвет, будет смотреться как ткань набивная, будет очень как раз смотреться объемно. Итак, от центра вниз я ухожу и рисую линию. Здесь вот если повернуть к лампе, то все будет прекрасно видно. Спускаем. Можно, кстати, лампу, кому тяжело, можно прям лампу ниже опустить. И этот глянец вот он будет хорошо от краски виден. Я рисую не быстро, особенно линии, которые длинные. Каждый раз я набираю краску. Видите, я видео ускорила, но потому что здесь одно и то же. Здесь только дело практики, дело вот техники, чтобы вам попробовать нарисовать побольше. Можно, кстати, просто полоски нарисовать и оставить. Можно их перечеркнуть, но просушивать нельзя. Здесь все нужно делать по мокрому, без просушки, чтобы одни полоски вливались в другие. На вертикальном типсе то же самое мы с вами делаем. Сначала очерчиваем прямую линию. И дальше начинаем также разрезать, рисуя полоски. Вот такой, кстати, тренажер, он очень классно тренирует руку. Здесь то, что вы рисуете цвет в цвет, сильно не будет видно косяков, кстати. Но лучше, конечно, работать импастой. Это краска без липкого слоя, она очень густая, она очень комфортная в работе. Ее на самом деле хватит надолго, потому что расход у нее просто вообще минимальный. И вот такие вот варианты тоже очень стильно смотрятся. Смотрите, можно просто вот такие полоски оставить, как и в прошлом варианте, я вам говорю. Но мы не ищем легких путей. Мы стараемся побольше нарисовать полосок, чтобы натренировать руку на тонкие линии. Линия должна быть ровная. Здесь мы с вами в этом дизайне развиваем глазомер. Мы отступаем 1 миллиметр, чтобы рисунок смотрелся четко, красиво и одинаково. На белом такая же история. Мы берем импасту белую. Если вдруг она вам кажется слишком плотной, потому что многие девчата иногда говорят, что очень она густая и тяжело ей работать, вы можете немножко добавить в нее топ Teclas и перемешать. Вообще не проблема. И тоже начинаем рисовать полосочки. Прям максимально близко можно это делать. И наша задача с вами научиться оттренироваться, рисовать вот эти линии, чтобы правильно поставить руку, чтобы линия от начала до конца была одной толщины.
Вот это очень важно, чтобы не было плюхов в начале, когда вы поставили жирно, а в конце провели очень-очень тонко. Вот, надеюсь, эти варианты вам понравятся в нашем марафоне, и вы их сделаете, приклеите себе на планшеточку, и они будут радовать клиентов. Мы за весь с вами курс соберем очень красивую стильную планшетку с различными вариантами. Больше, конечно, будем работать в фактурах, когда техника у нас росписи идет цвет в цвет, потому что я считаю, что это очень стильно, очень красиво. И такой, знаете, эффект вау, когда эффект такой набивной ткани. Хотя на самом деле все здесь очень тонко. Этот эффект создает матовый топ, когда мы с вами рисуем по матовому. Но матовый топ нельзя пересушивать, иначе импаста может не держаться. Вот этот нюанс вы должны знать. Сушить нужно здесь матовый не больше минуты. И по нему можно вот так комфортно рисовать. Жду вашей работы. Удачи!